Hi and welcome back to my channel, меня зовут Кирилл, и в этом видео мы с вами попробуемся найти разницу между двумя прилагательными scared и afraid. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех, кто написал комментарий под предыдущим видео. К сожалению, много было людей, которые совершенно вообще не понимают, где они находятся, и вообще не понимают, про что было видео, но, как говорится, издержки, они неизбежны. Я хочу также напомнить, что у меня есть Instagram Kirells_English, есть Telegram, такой же handle Kirells_English, и спасибо всем, кто материально поддерживает мой канал здесь, на YouTube и также в Инстаграме. Давайте посмотрим, я вам буду говорить предложение, попробуйте выбрать, либо вы использовали бы там scared, либо afraid. Представьте себе ситуацию, что Хэллоуин, вы находитесь перед входом в один из павильонов, где вам нужно будет пройти эту полосу, так сказать, препятствия и не обкакаться. Там вас будут пугать, и в самый последний момент ваш товарищ стоит на месте, не идет, а вы уже готовы заходить, так сказать, в это месиво. И если вы хотите спросить человека, что, боишься? Какое бы вы слово использовали в этой фразе? Было бы там be scared или afraid? То есть are you scared? Are you afraid? Второе предложение — это когда вам предлагают пойти посмотреть на разного рода пауков в каких-нибудь террариумах, в такого рода зоопарк, музей, что ли. И вы говорите: ой, не, вы чего, я пауков боюсь, это не мое. Если человек хочет сказать, скажет он вам I'm afraid of spiders, или он скажет I'm scared of spiders, как вы думаете? И третий случай, например, вы увидели какую-то бездомную собачку, пытаетесь его подкормить, чтобы подпустил вам к себе, оно боится, оно там в угол забилось. Здесь получается, если вы хотите сказать don't be afraid, scared, что бы вы использовали? Прежде чем я начну объяснение, я вам хочу сказать, помните, что в речи для большинства людей очень часто разницы нет. Это так же, как у нас и в русском языке. У нас есть какие-то слова, которые мы в речи, в быту говорим, но это не значит, что это правильно. То есть вы не забывайте, что в английском языке есть два разных языка. Это устный и письменный. А пишем мы очень много. Когда вы будете писать или выступать, например, на TED Talks, когда мы пишем, мы все-таки придерживаемся каких-то конвенций, когда мы говорим, там уже границы стерты, и можно использовать и scared, и afraid, и можете выключать видео, дальше не смотреть, если вам нужно только разговор, и вам, как говорится, пофиг вообще как там. Но если вы из тех людей, которые также пишет на английском языке, который хочет понимать всю глубину языка. Если бы я объяснял это детям в 5 классе, я бы сказал, что imagine you have a box, but instead of the toys, this box is full of scares, different fears, your fears. So, and we're gonna call this box afraid. This is your fear of spiders, your fear of heights, your fear of public presentations. Any fear you have, you put in this box. And there is a different box. It's smaller. We're gonna call it scared. And in that box, you also have fears instead of toys. However, these fears are more specific. They're more about now, about the situation. They're more about how you feel at this particular moment. Когда мы говорим afraid, это больше в общем. У нас есть какие-то фобии. Да? Например, мы боимся чего? Боимся животных всяких разных. Кто-то боится обезьян, кто-то боится змей, кто-то боится пауков. В основном вот эти всякие ползающие твари. Вы говорите как? I'm afraid of spiders. Боязнь высоты. I'm afraid of heights. Запоминайте, там множественное число будет не height, а heights. Часто слышу ошибка heights. I'm afraid of heights. Bugs. Это все насекомые. I'm afraid of sharks. Scare — это больше сейчас в моменте, в ресурсе, как некоторые говорят. It's a fleeting moment. Оно пройдет, но вот сейчас вам страшно. Или вы вспоминаете, что было вчера, позавчера, когда кто-то из-за угла там вылетел, и вас так резко напугали, у вас по ногам потекло, там все. Короче, вот это вот трудно контролировать, потому что это внезапный какой-то страх, или страх, который вы не ожидали, или он был в момент. Это будет scared. Но в речи очень часто границы стираются.
Это обычно бытовая речь такая. То есть люди могут вам про свои страхи сказать I'm scared of spiders. Они могут вам сказать I'm scared of heights. Также важно помнить, что у afraid есть значение, которое не прямое, а когда мы хотим сожалеть о чем-то. То есть вы говорите I'm afraid I can't. Ой, мне так жаль, я не смогу прийти, вы меня приглашаете. I'm afraid, когда мы какие-то новости плохие пытаемся человеку сказать. Мы это все делаем через I'm afraid. I'm afraid I can't be there. I'm afraid your dog didn't make it. Something like that. И за счет этого у afraid будет гораздо шире спектр использования. Но мы сейчас фокусируем наше внимание только на вот этой вот вкладке fears. Вы зашли вот в этот наш с вами лабиринт страстей, где надо нам пройти, нас пугают, и вы схватили за руку всех и говорите I'm scared. Это сейчас, это здесь. Можете ли вы сказать I'm afraid? No. Вот здесь точно будет вообще не к месту, и так никто никогда не скажет. Или, например, вы пришли в movie theater, «Пила», которая 10-я часть, вы до конца не досидели, уходите, и он говорит, куда же вы, тимуровцы? А вы говорите, I'm scared, too scared. Есть еще из социокультурной компетенции дети маленькие, они постоянно говорят scared, у них afraid вообще нет в их лексиконе. Также afraid используется, когда мы говорим про то, что в будущем будет, то, что нас пугает. Теперь мы подходим к ответам на вопросы, которые... Вот представьте, что вы стоите перед входом вот в этот вот ангар, scares, да, Halloween Nights какой-нибудь. Так вот, все начинают заходить, а вы стоите, он говорит, you're not coming? Are you afraid? То есть здесь получается про будущее. Вы можете сказать, I'm afraid of what the future holds. I'm afraid of what the future holds. Мне страшно вообще подумать о том, что ждет меня в будущем. I'm afraid to walk home alone at night. Мне страшно домой идти. Это вы говорите про... Вот сегодня, например, день закончился, и вам надо будет идти одному домой, и вам страшно. Это про будущее. Повторяю, что в быту очень часто люди не видят этой разницы. Если мы говорим про какого-то человека, и вы хотите спросить, ты что, его боишься, что ли? Ты не хочешь туда идти, например, на вечеринку, а ты что, его боишься? Are you afraid of him? Мы человека не видим, его сейчас с нами нет. Эта ситуация для будущего, она описывает будущее события. Are you afraid of him? Если человек стоит с нами в комнате, вы не хотите заходить, вы смотрите на него, и люди понимают, are you scared of him? Понимаете, да, это различие? Вот это самый basic различие. Ну и, конечно, когда вы говорите про свои фобии, тоже будет, скорее всего, afraid. Okay. Теперь, если вы посмотрите на картинку, обратите внимание, что afraid гораздо чаще, afraid of именно с предлогом встречается. И обратите внимание, я выбрал жанр spoken, разговорный, и жанр кино, и в фильме как раз, там еще если кликнуть на эту кнопку, вам выйдут жанры романтическая комедия, там, suspense, триллер, ужасы и так далее, там будет тоже своя какая-то градация. Но обратите внимание, что я специально поставил off, чтобы это было в контексте страха, а не в контексте типа I'm afraid, я боюсь, что он не придет, или мне не хочется вам говорить, к сожалению, мы должны вам отказать, чтобы исключить эти функции. То есть afraid используется чаще, но это не значит, что в быту вы будете его слышать чаще. Afraid по семантике имеет более сильные эмоции. Это страх, который чуть сильнее, чем просто scared. И кто-то вам скажет, что у afraid есть такой оттенок формальности. Может быть, где-то он и есть, может быть, где-то и да, но если мы проанализируем все тексты, фильмы, то не особо таки формальный, но просто вот такое слово, и зависит от того, где, с кем мы говорим. Регистр. Окей, а что вам нужно вынести с этого мини-урока? Это то, что afraid и scared очень часто взаимозаменяемые. Afraid для фобий, scared здесь и сейчас. Я желаю всем отличных выходных. Пока.